Всем привет, друзья! Сегодня научим вас, как сделать хорошее велюровое покрытие для торта. Расскажем о кремах, которые подходят под него, уделим внимание главной проблеме с велюром, а это образование трещин. Расскажем причину появления и как их избежать. Берем глубокую емкость, в которой будет удобно работать с блендером. Для приготовления велюра нам понадобится белый шоколад. Совсем не обязательно, чтобы он был дорогой, из кондитерского магазина. Мы будем использовать обычную шоколадку из продуктового магазина. Главное, чтобы шоколад был качественным. Также для велюра не критично, если будет небольшая разбежка в граммовке ингредиентов при приготовлении. И даже если вы распылите просто растопленный шоколад, покрытие получится, но оно будет более грубым. Для мелкого бархатного эффекта необходимо добавить какао-масло. И мы используем соотношение 1,5 к 1. То есть берем 60 грамм шоколада и 40 грамм какао-масла. Для обычного тортика на 2 килограмма диаметром 16 сантиметров достаточно будет 100 грамм велюра. Мы делаем порцию больше, так как покрывать нужно будет нам несколько тортов. Теперь шоколад с какао-маслом нужно растопить в микроволновке импульсами или на водяной бане. Температура плавления какао-масла будет выше, чем шоколада, поэтому ему понадобится чуть больше времени, чтобы расплавиться. Сейчас у нас видно, что шоколад уже расплавился, а какао-масло все еще осталось кусочками. Пробьем все блендером, и нерастворившиеся крупные кусочки разойдутся до конца. Для того, чтобы окрасить велюровую смесь, нам понадобятся только жирорастворимые красители, и из тех марок, которые у нас есть, абсолютно любая справляется хорошо с этой задачей. Так как шоколад имеет желтоватый оттенок, а торт нам необходимо сделать белым, добавляем белый краситель диоксид титана и пробиваем блендером до однородности. С предыдущего приготовления торта с белым велюром у нас осталось немного неизрасходованного покрытия, которое мы сохранили, а теперь растопили и добавляем уже к свежеприготовленной массе. Видим, что велюр недостаточно выбелился, и поэтому добавим еще немного белого красителя и пробиваем блендером еще раз. Технология окрашивания в другие цвета будет та же. Если вам нужен темный велюр, то лучше будет само покрытие крема под велюром окрасить в темный цвет. А если это относится к шоколадной сфере, то использовать не белый шоколад. И наоборот, если нужен светлый или яркий торт, оставляем покрытие снизу в белом цвете или подкрашиваем его в нужный оттенок. Проверяем, чтобы краситель полностью разошелся и не было крупинок нерастворившегося шоколада или какао-масла. На данный момент наш велюр еще достаточно теплый, и если мы сейчас начнем наносить его на торт, капельки будут расплываться и будет не очень красиво. Поэтому ему понадобится немного времени, чтобы температура массы опустилась. А за это время подготовим поверхности, где будем наносить велюровое покрытие. Кто-то делает это в картонных коробках и потом хранит их специально для этих целей. У кого-то пластиковые боксы, которые потом необходимо мыть. Мы же закрепляем к стенке обычный большой пакет, после работы который снимаем и просто выкидываем. В итоге мыть ничего не нужно, и поверхность кухни остается чистой. Для нанесения велюра необходим краскопульт. Профессиональных кондитерских моделей большое множество, и стоят они не так уж дешево. Мы купили себе краскопульт в строительном магазине. Он абсолютно не отличается качеством распыления массы, а единственное существенное отличие – это его стоимость, которая значительно ниже кондитерских специализированных моделей. Для того, чтобы не мыть каждый раз емкость от готовой массы и с точки зрения экономии, вкладываем внутрь емкости одноразовый кондитерский мешок и туда сейчас выливаем готовую велюровую смесь. К данному моменту она слегка теплая, а ее температура сейчас 30 градусов. Для красивого покрытия торт нужно охладить в морозилке около 20-30 минут. Если этого не сделать, капли будут растекаться и не получится нужного бархатного эффекта. К данному моменту наш торт уже охладился в морозилке 20 минут. Поворотный столик также укрыли пленкой, чтобы не испачкать его. Емкость краскопульта заправлена и готова к работе. Распыляем сразу в сторонку, чтобы проверить качество струи, и затем переходим на торт. Сейчас покажем пример на шоколадной сфере, а чуть позже покроем стандартный кремовый тортик. Распыляем на расстоянии, постоянно передвигая столик, чтобы не получилось так, что струя бьет в одно место.
Многие думают, что велюр скроет неровности на вашем торте, но на самом деле он еще больше подчеркивает их, к примеру, как тут. Шов, который мы не совсем удачно зачистили, стал еще более видимым. Обязательным условием тортов с велюром это плотная подложка. Для обычных кремовых тортиков используем подложки толщиной 3,2 мм. Но если мы торт покрываем велюром, используем двойную подложку, то есть от 6 мм толщиной. Также важным условием для велюрового покрытия это стабильная начинка внутри, что также предотвратит шанс появления трещин. Данный торт полностью покрыт, теперь мы его отправим в холодильник, а пока будем наносить велюр на торт кремовым покрытием. У нас здесь классический крем-чиз на сливочном масле. Данный торт мы точно так же около 20 минут подморозили в морозилке и теперь приступаем к нанесению велюра. Данный тортик мы делали для фоторазреза, поэтому немного сэкономили и не стали использовать в нем двойную подложку. Для тортов на заказ обязательно используем плотные двойные подложки от 6 мм толщиной. Так как поверхность крема немного подмороженная, мы переставляем торт в холодильник прямо с поворотным столиком. Так как если переставить торт отдельно и в этот момент в каком-то месте подложка немного прогнется, может произойти трещина. Поэтому переставляем прямо с поворотным столиком, что обеспечит отсутствие лишних прогибов и вибраций на покрытие. Сейчас нужно, чтобы торт постоял в холодильнике буквально 15-20 минут и можно будет приступать к декорированию. После работы с краскопультом может остаться неизрасходованный продукт. Закручиваем сейчас плотно мешок и храним в закрытом виде при комнатной температуре до следующего использования. А теперь смотрите, чтобы было с кухней, если бы мы не укрыли поверхности. Торт у нас простоял в холодильнике около 30 минут. Крем под велюром, который застыл в морозилке, повысил свою температуру и приобрел изначальную структуру. Теперь приступаем к декорированию вафельными цветами, приготовление которых мы покажем в следующем видео. А ссылку подкрепим чуть позже, когда данное видео будет уже смонтировано. Если бы мы вставляли цветок или какой-то другой декор на шпажке, велюровое покрытие сразу после нанесения велюра, при этом не дав торту остаться в холодильнике, большая вероятность образования трещины. Поэтому обязательно даем время для того, чтобы застывшая верхняя поверхность крема разморозилась. Украшаем аккуратно. Вафельный декор спокойно может прикасаться к данному покрытию и не будет таять. Под велюровое покрытие идеально будет использовать ганаш, но для тортиков в один ярус мы спокойно применяем классический крем-чиз на сливочном масле и шоколадный крем-чиз. А вот для высоких ярусных используем только ганаш. У всех данных кремов одинаковая технология подготовки перед нанесением велюра, и она ничем не отличается от того, что мы сейчас вам показали. Ссылки на данные крема будут в описании под видео. Дополнительно на растопленную велюровую смесь мы прикрепили мастичную надпись. А вообще украшать данное покрытие можно абсолютно любым декором. Подытожив информацию о причинах появления трещин, можем сказать, что главное из них это недостаточно плотная подложка, нестабильная начинка внутри, неразмороженное верхнее покрытие торта перед началом декорирования и использование неправильного крема или тонкое его покрытие под велюр. Мы постарались раскрыть важные моменты в работе с велюром. Надеемся, что данное видео поможет избежать возможных проблем. Желаем вам удачи в приготовлении. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. А также напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где делимся множеством полезной информации. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в новых видео.